Игровой автомат «Снайпер» – один из самых любимых всеми советскими мальчишками и даже отчасти девчонками. Любимый, потому что он похож на настоящий. Дело в том, что советские дети, они воспитывались на героике военной, на героике гражданской, Великой Отечественной войны. И, конечно же, как всех детей, особенно мальчишек, нас тянуло к оружию, к настоящему боевому оружию. Но в Советском Союзе это была вещь совершенно недоступная. Все, что мы могли читать книги о подвигах военных снайперов. Мы знали, кто такой Ной Адами или Роза Шанина. И в наших мечтах всегда оставалось желание подержать в руках настоящее боевое оружие. Поэтому все стрелялки в Советском Союзе были безумно популярны, особенно вот это. В 1979 году Чебоксарский завод начал выпускать игровой автомат «Снайпер», затем вскоре появился и «Снайпер-2». Эта машина характеризовалась тем, что у нее использовалось практически настоящее ружье, это ИШ-38, пневматическое ружье, всем хорошо известное по тирам, и была специальная система, которая имитировала отдачу, то есть когда ты производил выстрел, ты чувствовал удар прикладом в плечо. У этого снайпера всегда почти стояла очередь, потому что очень хотелось проявить себя, но, как и следует из названия, снайпер требовал очень точной стрельбы. Здесь всего давалось 20 выстрелов, и нужно было за этими 20 выстрелами поразить 20 мишеней. Но тот, кто попадал точно, мог претендовать на призовую игру. Как и все советские игровые автоматы, машины «Снайпер» работали на 15-копеечных монетах. Это довольно приличная сумма была для советского ребенка, особенно для школьника из младших классов. За 10 копеек можно было сходить в кино по детскому билету на дневной сеанс. За 5 копеек можно было купить пончик в Москве или пышку в Ленинграде. И, конечно же, это была такая сумма, с которой уже довольно жалко расставаться, даже ради такого большого удовольствия, как стрельба из игрового ружья. И поэтому довольно скоро умельцы смекнули, что «Снайпер-2» включается и выдает одну проверочную игру, если вдруг у него выключить электричество. Поэтому в некоторых салонах появились такие особо ловкие игроки, которые подкрадывались к электрической розетке, к вилке, выдергивали ее из розетки, включали снова и ждали, когда автомат запустит им проверочную игру. Ну, конечно же, эти хитрости быстро раскусывались, и работники залов игровых автоматов их пресекали. Существовал секрет, о котором мы даже не догадывались. На самом деле выстрел, в кавычках, производился не отсюда, из ствола оружия, а вот отсюда. То есть процессом стрельбы управляло механическое устройство. Слышите, как оно скрипит в этом видавшем виде автомате? Поэтому, несмотря на то, что таких машин было выпущено около 700 тысяч, каждая из них обладала своими индивидуальными особенностями. И даже чемпионы района, которые умели очень хорошо попадать из знакомого ружья, переходя на другой автомат, начинали промахиваться. Конечно же, еще одним способом экономии денег было получить призовую игру, но для этого требовалась особая точность – 20 попаданий из 20 выстрелов. И появились вскоре люди, которые, как Гойко Митич, делали так называемый скользящий выстрел. То есть они устанавливали винтовку, нажимали на спусковой крючок и резко вели стволом в сторону, для того, чтобы поразить одним выстрелом несколько мишеней. Но это довольно сложно и требует особой подготовки. Автоматы «Снайпер» и «Снайпер-2» практически не отличаются друг от друга по внешнему виду, но на самом деле у них довольно разная электронная начинка. В частности, это проявляется в звуках, изображающих, имитирующих звук выстрела. В Музее советских игровых автоматов представлены обе разновидности машины «Снайпер» и «Снайпер-2». И поэтому каждый, кто хочет проверить свою меткость, приходите к нам.